Две сестры, одна прожившая 92 года и почти полвека, с 20-х до 60-х годов 20 века считавшаяся одной из лучших преподавательниц музыки на планете. Пример музыкального интеллекта, жесткая и изнуряющая своих учеников сложнейшими музыкальными заданиями. Но по ее собственному признанию, не достигшая высот немногочисленных сочинений своей младшей сестры и из-за этого бросившая заниматься композицией. Другая – громкая сенсация в начале 20 века, но незнакомая сейчас даже любителям классической музыки. Глубоко религиозная, скромная француженка из высшего общества, скончавшаяся в 25 лет. Это видео о судьбах Нади и Лили Буланже. Сестры Буланже – дочери профессора Парижской консерватории Эрнеста Буланже и русской княгини Раисы Мышецкой. Надя Буланже родилась и выросла в Париже. Уже в детстве у нее появился первый ученик – сестра Лили, которая была младше на 6 лет. Надя начала учиться композиции и игре на органе с 9-летнего возраста. В 10 она поступила в Парижскую консерваторию, где изучала игру на органе и теорию музыки. С юношеских лет помогала своему первому учителю Габриэлю Фаре в его органном музицировании в Париже. В 21 год, в 1908 году, она завоевала вторую римскую премию после 2 неудачных попыток в прошлом. Она представила на конкурс партию для струнного квартета вместо необходимой по регламенту вокальной фуги. Ей все же дали второе место, несмотря на протест нескольких судей. Больше она никогда не принимала участия в конкурсах. Через 4 года, в 1912 году, состоялся ее дирижерский дебют. Француженка с русскими корнями Надя Буланже станет впоследствии одной из первых в мире женщин-дирижеров, руководившей несколькими из ведущих симфонических оркестров, включая Нью-Йоркский филармонический, Бостонский симфонический оркестр, Филадельфийский оркестр, а также оркестры в Англии, оркестр в Манчестере и симфонический оркестр BBC. На протяжении многих лет ее квартира была местом встречи бесчисленных композиторов, в том числе Аарона Копланда, Мариса Равеля, Астора Пиаццолы и многих других. В гостях часто бывали различные педагоги фортепиано и органа, педагоги по гармонии, контрапункту, анализу, композиции, инструментовке. Во время Второй мировой войны Буланже переехала в США, где преподавала в музыкальных учебных заведениях. Считается, что именно под ее влиянием родилась методика преподавания композиции в США. Преподавательская методика Буланже, помимо традиционных знаний, включала в себя изучение наизусть обоих томов хорошо темперированного клавира Баха. Также ее студенты должны были научиться импровизировать в форме фуги. Ее глубокое знание музыки всех эпох, ее энтузиазм в работе превращали ее индивидуальные уроки в очень волнующий опыт. Так список звездных имен ее учеников просто поражает воображение. Итак, среди ее учеников такие имена, как Даниэль Баренбойм, Леонард Бернстайн, Джордж Гершвин, Аарон Копланд, Филипп Гласс, Дину Липати, Кшиштоф Мейер, Дариус Мийо, Астор Пиаццола, Куинси Джонс, Диана Биш. В своей жизни она занималась практически всем в музыкальной индустрии, но всегда с трудом называла себя композитором. Конечно же, она нашла область, в которой ее знания и харизма принесли плоды, но эти навыки живут теперь только в работе других музыкантов, потому что всю свою жизнь она служила другим людям. Et puis tout d'un coup, un élan de tendresse, si majeur, cordial, retenant. Ah, ça c'est mieux que tout à l'heure. Bon, et puis tout d'un coup, sol, non, ré majeur, sol majeur, pardon. Et avec une autre expression. Quelque chose d'autre. Et puis
Ah non, tonique, 4e degré élevé. Tonique dominant. Nous sommes sûrs que nous sommes en si mineur. Et puis... Pardon. Et quoi? En Ré majeur, on va en Ré majeur. En vers, oui, mais enfin, ça que tu le dises toi-même qui joues, ça, c'est naturel. Mais enfin, tout d'un coup, Ré majeur. Alors, il faut que l'oreille qui a entendu ah, si, ah, si, et tout d'un coup, cette entrée dans ce Ré majeur, ça n'est pas seulement une entrée en Ré majeur. Et par quoi est-ce qu'on peut le définir? Je vais employer des mots, cette expression de tendresse, cette expression de tension, tout ça est faux. C'est seulement ce que la musique elle-même est. Возможно, она бы смогла стать и значительным композитором, насколько оказалось и большим педагогом, ведь она начинала именно как композитор. Но по своему собственному признанию, после смерти ее младшей сестры, у нее что-то сломалось внутри. Тем не менее, ее композиторское наследие состоит из большого количества вокальных композиций, включая свыше 30 песен, а также произведений камерной музыки, оперы под названием «Мертвый город». К сожалению, как мне известно, запланированная на 1914 год премьера этой оперы не состоялась из-за начала войны, и до сих пор она не исполнялась. Подчеркивая огромное значение фигуры Буланже, ее ученик, американский музыкальный критик Вирджил Томпсон, как-то заявил: «В каждом городе Соединенных Штатов обязательно есть универмаг и ученик Буланже». Имя Лили Буланже не знакомо даже любителям классической музыки, в то время как в начале XX века с ней была связана громкая музыкальная сенсация. Она проявила свои музыкальные способности еще в 2 года, когда Габриэль Фаре, друг их семьи, обнаружил у нее абсолютный слух. Научилась читать ноты она в 6 лет. Лили всегда отличалась слабым здоровьем, и поэтому начальное образование она получила дома. В 16 лет она поступила в Парижскую консерваторию, а в 20 лет, в 1913 году, стала первой женщиной, получившей большую римскую премию за кантату «Фауст и Елена». Премьера этого сочинения состоялась в том же году и имела большой успех. Также Лили была принята в Елисейском дворце президентом Франции Раймоном Пуанкаре. Лучшие сочинения Лили Буланже написаны на религиозные тексты, вроде псалмов или буддийских молитв. К этой музыке не подберешь сходу аналога. Чем-то она отчасти похожа на ранние вещи Стравинского и Анигера. Многие ее работы окрашены в тона скорби и печали. Дело в том, что в 1899 году умер отец сестер Буланже, и это стало для нее непреодолимой травмой. Ее композиторское наследие состоит из инструментальных, вокальных, хоровых сочинений, а также духовной музыки. Также она оставила незавершенной оперу «Принцесса Мален». К сожалению, ее жизнь оборвалась очень рано от бронхиальной пневмонии, перешедшей в болезнь Крона. Отношения между Надей и Лили Буланже были нестандартными. Несмотря на любовь к сестре, Надя всегда чувствовала, что остается в тени ее композиторских способностей. Однажды Надя заявила, цитирую: «Если я в чем-то уверена, то это в том, что моя музыка бесполезна». Между поступлением Нади в консерваторию и ее вторым местом на конкурсе прошло 10 лет. Лили же удалось взять первый приз всего через год обучения в консерватории, причем подавляющим большинством судейских голосов. Возможно, чувствуя свое второе положение после смерти Лили, Надя больше никогда не занималась сочинением музыки.
И даже несмотря на просьбу сестры завершить за нее ее незаконченные работы, Надя так этого и не сделала, считая свои способности недостаточными. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!